Привет, дорогие друзья! Вы на канале Pro NFT Games, и сегодня у нас обзор масштабной MMORPG игры на блокчейне NIR. Как обычно, разберем все плюсы и минусы, посмотрим на команду разработчиков, расскажу, чем именно привлекла меня данная игра, ну и, конечно же, обсудим ближайшие новости и анонсы. В общем, игра обещает быть интересной, как и видеоролик от разработчиков, который сейчас на ваших экранах. Давайте начнем наш обзор с просмотра этого ролика. За реальный выигрыш. Собирай части магических предметов, чтобы усилить свое снаряжение. Или продавай и зарабатывай. Хочешь повлиять своим голосом на принятие решений? Повышай карму и прокачивай уровень. Присоединяйся к гильдии, стань гением среди художников или великим драматургом. И создавай новую реальность, в которой ты сможешь выбрать свой путь. Поддерживай порядок в мире. Или разрушь его до конца. Это не просто игра. Раскрой весь свой потенциал. Собери клан, чтобы захватывать замки и контролировать территории. Исследуй мир и ищи подсказки. Влияй на события. Сражайся и побеждай. Стань частью чего-то большего. Multiverse Fighters. Multiverse Fighters. Именно так называется эта игра. Ну и давайте посмотрим, что у нас есть на сайте. И сразу первое, что бросается в глаза, это довольно-таки качественный перевод на русский язык. Не какой-то там Google перевод, где все криво-косо и так далее, а полноценно. Все понятно, все сделано на русском языке. Как, собственно говоря, и видеоролик, который только что мы с вами посмотрели. Ну что, давайте по порядку. Значит, русский язык есть. Сайт сделан довольно-таки качественно. Ну, на любителя, может быть, конечно, но мне вот именно такая графика, вот где там средневековье и так далее, вот в таких тонах, мне это очень нравится. Что у нас есть еще? Ну, здесь все описано, что ребята обещают нам в игре. PvP сражения, PvE, замки, система голосования DAO. Ну, в принципе, все, что мы с вами только что смотрели в видео. Есть белая бумага, там это все более подробно расписано. В общем, я останавливаться на этом не буду. Скажу, что только что эта игра карточная. То есть будет персонаж, будет аватар, будет набор карт, будет набор NFT, которые будут усилять нашего, собственно говоря, персонажа. Ну и вот здесь можно прочитать рынок, да, вот здесь все подробно, все на русском, я это не буду останавливаться на этом подробно, то есть покупать, продавать предметы, обменивать свои предметы, NFT, майнить, крафтить их, в аренду сдавать, в общем, ну и все в этом духе. Также токеномику представляют нам разработчики. Что здесь я могу отметить? То, что токен еще не вышел. То есть иксы на токене еще можно словить. Поэтому как бы я лично добавил себе эту игру на watch-лист, буду наблюдать за ней, смотреть. Скоро у них выпуск, турнир, пред-альфа, и, собственно говоря, я буду в этом всем участвовать. Дальше смотрим. Дорожная карта, то есть вот сейчас как раз на этапе мы находимся кулачных боев пред-альфа. Разработчики обещают вот прям буквально в скором будущем, может быть даже на этой неделе, может быть на следующей, ну вот прям в короткое время мы сможем уже поиграть в пред-альфу, и за ней турнир с призовым фондом сразу же, да. Дальше вот рынок, групповые бои, клановые бои, хаотичные бои и так далее, и так далее. Ну, в общем, все на русском, ребят, не буду останавливаться. Кому интересно, почитаю. Дальше смотрим. Команда. На команду я, вы знаете, всегда обращаю внимание пристально, потому что, ну вот сейчас в эту игру ничего вкладывать как бы денег не надо, ну и вообще в целом разработчики обещают сделать игру с дешевым ходом, но тем не менее, то есть вот эти вот лица, которые
на наших экранах, вот мы им доверяем, если не свои деньги, то там свое время, которое мы тратим на это все, там еще какие-то свои ресурсы. Поэтому команда, ну вот видите, как они интересно сделали. Лица вроде как бы у них не закрыты, но как-то они сделали вот в виде такого вот, не знаю, фэнтезийного, что ли, обработки, фэнтезийной какой-то обработки. Ну, в общем, команде ставим плюс, ребят. Дальше. Соцсети, Discord и так далее. YouTube, Telegram. Вот, все есть. Почему сеть НИР, ребята, объясняют? Потому что она очень дешевая и очень-очень быстрая. То есть они вот пишут, что более 100 тысяч транзакций в секунду обрабатывает сеть НИР. Поэтому они выбрали именно эту сеть для создания своей игры. Смотрим дальше. Новости последние. Все тут, все четко, все написано. В общем, ребят, сайту плюс, ну, на мой взгляд, дизайн, русский язык, все сделано качественно, понятненько, все написано. Двигаемся дальше. Теперь давайте посмотрим белую бумагу, что есть тут интересного. Ну и вообще скажу вам так, что на самом деле вот сейчас в сети блокчейн очень-очень мало качественных пошаговых РПГ. Вот, ну, я сколько игр, я не знаю, в день там по одной игре обычно смотрю, но вот таких, чтобы прям зацепило, вот именно РПГ жанр, я вот еще качественных не видел. И вот это меня именно этим зацепило, что тут РПГ, мой любимый жанр, во-первых. Во-вторых, вот тут сразу вот эти аватары, да, которых, кстати, можно будет создавать несколько, у каждого может быть там свой определенный функционал и так далее. И сразу же это как бы замах на такую метавселенную, да, такая вот метавселенная в стиле РПГ, да, где там ПВП сражения, ПВЕ, большой контент ПВЕ обещают разработчики. Поэтому, ну вот он меня этим и зацепил. В общем, белая бумага, давайте я сразу скажу, что здесь интересного, да, ну вот про аватары я уже сказал, что это такой вот, ну, замах на метавселенную. Вот, также здесь показана сама игра, как она будет выглядеть. Вот тут персонажи и карты, да, то есть это по сути это карточная игра, к которой добавлены элементы вот NFT усиления оружия, да, какое-то оружие, шмот там и так далее, надо будет крафтить, где-то добывать, там на рынке обменивать, покупать, продавать и так далее, плюс карты, да. То есть наподобие карточных коллекционных игр, которые обзоры у меня на канале очень и очень много. И вообще в последнее время я их полюбил. Да, вот такая боевочка. Я вам сейчас чуть попозже еще покажу, как это будет все выглядеть. Ну вот тут показано, да, различный шмот, различная экипировка и так далее, и так далее. И что здесь еще интересного, это то, что вот я вам сейчас покажу. Разработчики нам обещают дешевый вход. Тут вот на этой страничке они приводят сравнение несколько игр, в том числе Axie Infinity, и вот прям по многим параметрам они сравнивают, и вот здесь вот мы видим в этой колоночке, они нам обещают, что вход в игру будет стоить $10. Вот. Ну, также можно вниз пролистать, посмотреть, какие будут еще плюсы у игры, какие будут отличия вот от этих игр, от Axie, там от Gods Unchained и Rebel Boots, и еще какая-то вот тут игра, к сожалению, я ее не знаю. Вот. Поэтому, ребят, вот ну, по белой бумаге, наверное, все. Давайте подведем итог. Итог, на мой взгляд, такой. Если вам нравятся пошаговые РПГ, различные открытые миры, метавселенные, то присмотреться к данному проекту можно. Тем более на данном этапе вложений никаких не надо. Ну а дальше будем смотреть, как команда будет реализовывать свои вот эти интересные идеи. Потому что интересные идеи на мой взгляд, на самом деле у них очень интересные. Как команда с ними теперь справится по части реализации. Ну и к тому же, как показывает практика, обычно больше всего зарабатывают те, кто в проекте находится до его публичного старта. То есть изучают, и когда старт выходит игры, те игроки, которые уже умеют играть, которые уже знают, где, что, какие подводные камни и так далее,
то есть им они уже знают, куда вложить деньги наиболее выгодно, вот именно на старте, вот они больше всего зарабатывают. Поэтому я лично эту игру добавляю в свой watch-лист, буду дальше по ней снимать видеоролики, поэтому ставим лайк, жмем колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, а у меня на этом на сегодня все. Всем пока, до встречи на игровых полях.